Ребята, всем привет, с вами Александр, и сегодня мы говорим про Волкин. В этом видео вы узнаете про появление новых способов прокачки ваших катлетов. Также в этом видео мы обсудим итоги АМА, что нам там разработчики рассказали интересного, и, конечно же, проговорим про обновленный roadmap, который разработчики разместили у себя на сайте, выпустили пост в Telegram и написали отдельную статью на Medium. Ну и погнали, начнем, пожалуй, с roadmap, который вышел вот буквально сегодня. Перед тем, как мы будем смотреть, что нас ждет впереди, давайте посмотрим, что разработчики уже успели сделать. Ну, в общем-то, они закончили этап бета-тестирования, смогли достигнуть 1 миллиона пользователя, добились стабильного и постоянного притока пользователей, сейчас в районе там 1500 ежедневно добавляется новых пользователей, реализовали внутриигровой marketplace, в общем, там все покупается, продается, и ввели новые функции, такие как бридинг, он же скрещивание, запустили мисберис, которые дают нам бустеры, и также еще запустили награду за проигрыш, тоже в виде этих мисберис. Будем смотреть на картинку, поскольку на сайте у нас все-таки еще нету локализированной русской версии. Ну, как видите, да, с начала разработки в феврале уже прошло, да, у нас более чем полгода. В марте у нас было закрытое бета-тестирование. Апрель прошел под лозунгом теста на блокчейне. Ну, а в июле мы уже получили сколь-нибудь более не менее работающую версию приложения. Также можем увидеть, что в мае у нас были закрытые раунды инвестиций. Ну и также разлог токенов Волкин будет продолжаться в течение 3 лет, ребята. Ну и давайте уже ближе к нашим временам. У нас август, у нас прошел запуск Мисберис, о чем я уже говорил, и утешительный приз. Сегодня у нас уже 7 сентября, и в ближайшее время нас ожидает стейкинг. Стейкинг будет реализован внутри приложения, потому что на данный момент у нас есть стейк на бирже Gate.io, но он там заканчивается уже через пару дней, и у него был ограниченный срок. На Sendx или где-то там еще был стейкинг. Но это как бы неудобно, это все дело должно быть реально в приложении, и будем ждать с нетерпением. Также у нас, ребятки, на сентябрь намечен листинг на новых биржах. Это тоже довольно-таки неплохо. Также до конца месяца ждем локализированную версию приложения. Ну и русскую версию на сайт бы тоже не мешало добавить. И ждем систему рангов и колесо фортуны. Как пишут разработчики, с помощью рангов мы сможем отслеживать свой прогресс в приложении. И чем выше наш ранг, тем лучшие призы мы сможем получать на их основе. В общем, ранговая система у нас призвана подтолкнуть игроков, то бишь нас, к прокачке наших котов и увеличению количества этих котов у нас на аккаунте. То есть ранги будут завязаны на бои, они будут влиять на уровни котов и на сыгранные бои и на время жизни аккаунта. То есть там будет довольно много параметров. Думаю, сюда еще стоит дописать о том, сколько у вас там шматья и сколько вы, в общем-то, бабок сюда занесли. Думаю, это будет скрыто как-то тоже влиять. Также ранги будут влиять на колесо фортуны. Да, чем выше у вас ранг, тем больше будет у вас награда. Ну и система рангов будет все глубже внедряться в игровую систему, но сама боевая система не будет переделываться. Разработчики говорят, что не хотят как бы все ломать и заново строить, их все устраивает на данный момент. Ну, также как-то система рангов будет стимулировать нас тратить гемы, и они еще обещали ввести новую механику траты гемов. Возможно, это будем тоже колесо как-то вращать с использованием гемов. В общем-то, говорят, что гемов нам не хватит. Так, идем дальше. То есть реферальная программа для пользователей. Да, ребята, у нас в октябре планируется запуск реферальной программы. Это, в общем-то, неплохо. Также будет амбассадорская программа. То есть, ну, мы уже знаем, что определенным блогерам занесли денег, вот те вот 6 там уникальных котов, запускается маркетинг, и, в общем-то, кстати, к новому маркетингу будет также привязан, как я говорил, продажа лутбоксов. Они подтвердили, что в сентябре, то бишь в этом месяце, будет новая продажа лутбоксов. Ну, в общем-то, амбассадорку запустят, не знаю, может даже я туда как-то смогу попасть. Дальше узнаем об этом. Будет тестирование протокола Волкин с новыми играми, то есть об этом я ничего нового деталей об этом я не слышал. Ну и дальше уже такое, наверное, все будет более размытое. То есть улучшение с точки зрения взаимодействия с блокчейном, новое партнерство, социальные функции, там добавление друзей, турниры, чаты. Ну это, в принципе, неплохая штука. Оффлайн события и партнерства, тоже абстрактно. Новые игровые режимы, это будут в декабре, то есть турниры. Но это они уже вспоминали и в январе. И вот интересная штука, это, ребята, функции мержа и фьюза. Что это такое? Эта функция будет доступна для котов, которые достигли, хотел сказать, 100 уровня, 10 уровня. То есть мердж, это у нас получается будет прокачка энергии из одного кота в другого, а фьюз это вот именно слияние. Ага, вот так вот это все сделано.
То есть, если у нас, допустим, есть один какой-то вкачанный код, мы можем взять кота не вкачанного и там, наверное, с каким-то соотношением, с коэффициентом перелить энергию с слабого кота в более сильного, что, ну, может быть интересно. Но функция фьюза, это слияние, должна, я так понимаю, ты берешь какого-то сильного кота, тоже берешь к нему слабого кота, его пускаешь как бы в расход, ну, сжигаешь, так как, собственно говоря, Stepn сделали с кроссовками. Ты можешь сжечь ненужный кроссовок, чтобы улучшить нужный кроссовок. Ну, что-то вроде этого. И что у нас еще осталось на ноябрь? Онлайн-кооперации с брендами. Ну, кстати, да, хорошо. То есть у нас есть шматье, можно его брендировать и за это брать рекламу. То есть привлечь существенные деньги в проект, еще возможностей достаточно много. Повышение ценности токена и продукта с помощью партнерств. Но это касается к тем же привлечением брендов, например. И ежедневные задания и квесты для пользователей. Ну, в общем, до конца года у нас довольно много событий, и проект развивается, не стоит на месте. Это очень радует. Часть ответов из AMA я уже вплел в рассказ о Roadmap, но еще есть парочка моментов. Например, там пропадало приложение из Apple Store, это были там какие-то технические вопросы, их порешали, там все уже появилось. Также, допустим, задавали вопрос, как происходит так, что катанс с количеством шагов в ноль, то есть вас побеждает, но, по-моему, вопрос как бы очевиден. Шаги не имеют критического влияния. Ну, конечно, если вы там ходите 50 тысяч, то это будет существенно влиять. Но если вы ходите там 5, 10, 15 тысяч, даже 20 и даже 30, то статы, а именно один главный стат, в зависимости от того, какой тип соревнования мы выбрали, он решает намного больше, чем вот пару десятков тысяч шагов. Это, по-моему, очевидный момент. И не обязательно ходить, чтобы побеждать. Также был вопрос, как происходит так, что бывает вот реально слабый катлет, ты смотришь, у него все характеристики слабее твоего, и шагов он сделал, допустим, меньше, чем ты, но он побеждает. У меня такое тоже пару раз было. Разработчики сказали, что это может быть связано с наличием шмоток на коте. Что, допустим, вот этот кот, он на самом деле был в шматье, как-то учитывается его шмот, а, допустим, он его там за несколько минут до боя снял, и там как-то этот алгоритм не успевает что-то пересчитать, и может так вот получиться, что вроде как кот должен был проиграть, а он у вас выигрывает. Ну, они говорят, что это очень редко бывает, и как бы они что-то там попытаются подкрутить, но это, в общем, вообще не критично. Ну, я подтверждаю, у меня такое было буквально пару раз за пару месяцев. Также задавали вопрос разработчикам по поводу цены токена, маркетмейкинга и всего остального, но они сказали, что, мол, мы не управляем курсом монеты. То есть они не занимаются маркетмейкингом. Ну, может, они не занимаются, кто его знает, а может, просто у них есть договоренность с биржей Bybit, например, там, которая занимается маркетмейкингом. Кстати, реферальная ссылка на биржу Bybit, кстати, которая, ребята, на данный момент, можете посмотреть видео на канале, вчера выходило про биржу Bybit, про способы заработка на бирже Bybit и про то, что они отменили комиссии, то есть вы можем покупать, продавать, гонять токены Vulcan там без комиссий. Ну а те, кто воспользуется моей партнерской ссылкой на биржу Bybit, еще получит бонус до 4000 на аккаунт за регистрацию. Так что переходите, регистрируйтесь, кто этого еще не сделал. Ну, то, что они отменили твое решение по поводу ввода комиссии за вывод спейдинга на кошелек, ну, они сами сказали, что отменили его на время, что это, скорее всего, они введут. Этим они хотят уменьшить нагрузку на сеть, ну, и еще, как бы, стоит понимать тот момент, что кто-то за эту транзакцию-то платит в сети. Если в сети что-то происходит, это не может произойти бесплатно, потому что сеть работает, Solana в данном случае, на блокчейне, на смарт-контракте, и там все прописано. То есть, когда мы сейчас выводим монетки из спендинга на свой wallet on-chain, то разработчики за нас платят комиссию. Вот потому они как бы хотят ввести комиссию за перевод спендинга на wallet, и они это сделают, потому что, ну, они задолбались платить за нас комиссию. Ну и также разработчики сказали, что как минимум на полгода у них бабок есть на все про все. На этом, ребята, буду заканчивать. Присоединяйтесь к нашему телеграмму. Там оперативно выходит последняя информация и всегда можно обсудить интересующий вас вопрос. Всем пока.